Если вы вкладываете кучу времени и усилий в создание контента, часами придумываете идеи, пишете тексты, монтируете видео, но ваш контент просто пролистывают, это видео именно для вас. Сегодня мы разберем, почему ваш труд остается незамеченным. Я объясню, как сделать так, чтобы ваш контент наконец-то стал увлекательным, начал цеплять, вызывать отклик у аудитории, и какие вообще есть факторы, станет ли ваш контент популярным или нет. Я постараюсь рассказать все максимально просто и доступно, и в описании вы всегда сможете найти тайм-коды, которые помогут вам без проблем ориентироваться в ролике. Ну а меня зовут Анастасия Минина, я контент-маркетолог, и на этом канале я делюсь своим опытом и знаниями в маркетинге. Просто, понятно, с юмором и понятными примерами. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Как вообще работают алгоритмы соцсетей и почему они любят узкий контент? Знаете, я постоянно слышу, как люди жалуются на алгоритмы, мол, все пропало, эти алгоритмы опять поломались, ничего не продвигают, контент стоит на месте, охваты не растут. Но давайте будем честными. Алгоритмы, конечно же, существуют, но вовсе не для того, чтобы урезать ваши охваты, а чтобы помогать креаторам находить свою аудиторию, чтобы одни люди находили других людей. Это основной принцип соцсетей, и если бы в интересах платформы действительно стало урезание охватов, эти платформы бы просто не зарабатывали. Да и мы бы со всех этих площадок поуходили. Поэтому главным фактором продвижения вашего контента все равно остается качество. То, насколько хороший и интересный контент вы умеете делать. Но давайте разберемся, что значит качественный контент. Под этим можно подразумевать все, что угодно. Однако нам нужно понимать это именно в контексте алгоритмов и продвижения. По сути, качественный контент — это когда он, во-первых, удерживает внимание аудитории, то есть когда люди либо по нескольку раз пересматривают ваш контент, либо просто досматривают его до конца. Чем дольше времени человек проводит за просмотром вашего видео, поста, неважно, тем более качественным кажется контент для алгоритмов. И второе после удержания внимания — это реакции, когда на ваш контент реагируют любым способом — лайками, комментариями, репостами и так далее. Если соблюдается два этих условия, то контент однозначно взлетает. Это как снежный ком. Чем больше люди вовлекаются, тем чаще алгоритм показывает ваш контент новым зрителям. Если же активность падает, вся остальная активность замирает. Звучит просто, правда? Но на деле не совсем. Тут возникает следующий вопрос. Как сделать так, чтобы ваш контент этим критериям отвечал? Чтобы и внимание удерживал, и реакции собирал. Здесь нам на помощь приходят сценарии. Есть куча формул, которые помогают писать сценарии для контента. Я оставлю в описании файл, где собрала самые интересные из них с примерами, как их использовать. Эти формулы довольно универсальные. Некоторые больше подходят для контента, некоторые для рекламы и продаж. А есть вообще мои самые любимые, например, структура сторителлинга Джозефа Кэмпбелла «Путь героя». По ней, кстати, написаны все сказки и вообще любые истории, поэтому с ней очень интересно работать. Сразу много ассоциаций с фильмами, и поэтому сценарии, которые вы пишете по этой формуле, сразу же становятся живыми и очень такими наполненными. Ну окей, давайте сейчас разберем одну из самых простых и универсальных формул из этого списка, которая очень часто встречается, особенно в коротких роликах. Для примера возьмем формулу PASS, то есть Problem, Agitation, Solution. Проблема, усиление проблемы и решение. Чтобы было понятно, давайте разберем ее на конкретном примере. Это буквально первый попавшийся ролик, который мне показал TikTok. В смысле ты беременна? Ты мне это сейчас говоришь? А когда мне тебе нужно было это сказать? Я не готов к такой ответственности. Ты понимаешь, об этом нужно говорить заранее. Как об этом можно сказать заранее? Я не хочу в этом участвовать пока. Как ты не хочешь? Это как об этом? Ты прикалываешься? Да. Ничего страшного. Вы найдете парня, этот козел, ничего страшного. Вы справитесь, вы сильная девушка. Спасибо, конечно, но это просто... Все будет забежать. Здравствуйте еще раз. Я здесь. Это социальный эксперимент. Вот, смотрите, мы снимаем. Спасибо вам большое. Маленькая приятность. Спасибо. Мы просто Ребята, снимаем. всё хорошо? Да, мы все хорошо, правда. Такие социальные эксперименты снимаем, чтобы показать людям, как нужно себя вести в ситуациях таких. Смотрите, ролик сразу начинается эмоционально. Мы сразу погружаемся в проблему, что девушка беременная, она говорит об этом парню, а он не принимает такой расклад и бросает ее. Тема очень широкая и довольно насущная и обсуждаемая, поэтому неудивительно, что она собрала так много просмотров и реакций. Далее вовлечение, возбуждение аудитории. Смотрите, что происходит. Мы уже эмоционально вовлеклись в проблему, и теперь она продолжает раскрываться через другого персонажа, похожего мужчину, который девушку поддерживает. В каком-то другом ролике от этого же автора вместо этого мужчины был негативный персонаж, женщина, которая стала девушку осуждать за то, какая она молодец, как нагуляла этого ребенка и что вообще она пропащая женщина. Там тоже собралось целое обсуждение. Герои разные, вызывают разные эмоции, да и выводы из роликов мы тоже можем сделать разные. Но в любом случае нас эта тема вовлекает. Мы в нее погружаемся, и в нас появляется желание обсудить эту тему либо с друзьями, либо в комментариях. Герои раскрываются, говорят, что это социальный эксперимент,
и проговаривают это незнакомцу, да и на самом деле нам с вами. Для чего этот социальный эксперимент делают и для чего нам, как зрителям, стоит на этот канал подписаться. Но тут есть одна проблема. Если вы просто берете любую случайную идею и пытаетесь натянуть ее на разные продающие сценарии, в долгосрочной перспективе это не сработает. Почему? Потому что нужно четко понимать три вещи. Во-первых, на какую тему вы говорите с аудиторией, какая у вас ниша, на какую тему вы ведете блог. Во-вторых, в принципе, кто ваша аудитория, то есть кому ваша тема будет наиболее актуальна и интересна. И в-третьих, это проблема. Какая проблема эту аудиторию волнует в рамках вашей ниши? Какими запросами люди задаются? Какие у них есть боли, желания, потребности, чего они вообще хотят и как ваш контент эти потребности может закрыть? Давайте на примере. Предположим, вы фотограф, и вы решаете, что все, моя ниша фотография, буду делать контент, чем шире, тем лучше, чтобы охватить как можно больше людей, которым тема фотографии интересна. И вот вы начинаете. Сначала делаете пост про мобильную съемку для Инстаграма, как снимать себя на телефон, как удачно выбирать ракурс, как позировать, чтобы фотографии выглядели супер. Далее думаете, вот начал я работать с брендами как фотограф, буду еще об этом говорить. Потом еще наткнулись где-то в комментариях на обсуждение младенческой фотосессии, вспомнили о своем опыте когда-то в прошлом и тоже решили поделиться, как вы эти фотосессии проводили, как готовились, как вообще эта ниша устроена и так далее. Темы сейчас рандомно накидываю, конечно, но суть такая. Со стороны кажется, ну круто, такой разнообразный контент и все в рамках одной ниши. Но нет, ребятки, если будете так делать, это приведет к огромной путанице и для алгоритмов, и для аудитории. Потому что, несмотря на то, что ниша кажется одинаковой, контент этот, абсолютно разный и на совершенно разную аудиторию. Кому будет интересна тема фотографии на телефон для Инстаграма? Девочкам, которые, возможно, ведут блог, или просто тем, кто хочет выставлять красивые кадры и хорошо на них получаться. А контент про работу с брендами? Фотографам, которые хотят в этом направлении развиваться. Фотография новорожденных — это вообще узкая ниша, которая будет интересна либо фотографам, кто хочет работать конкретно с младенцами и создавать такие снимки, либо мамочкам, которые недавно родили и такую фотосессию хотят заказать. То есть, понимаете, абсолютно разная аудитория с абсолютно разными запросами. И вот давайте представим, выложили вы весь этот контент. И что в итоге? Алгоритмы не понимают, кому именно его показывать. На один пост отреагировала одна аудитория, на второй — другая. Алгоритмы мечутся из стороны в сторону, а так как реакция не будет однозначно хорошей, потому что не всей аудитории контент заходит, публикация в итоге получает меньший процент удержания, меньше реакций и как результат меньше охвата. Именно поэтому самой выгодной стратегией, когда вы только начинаете продвигаться, является максимальное сужение ниши. Чем уже ваша ниша и чем уже тема, о которой вы говорите, тем легче алгоритмам, да и самим людям понять, про что вы. Хотя это абсолютно не значит, что ваш контент не может быть разнообразным. Иногда даже полезно добавлять более широкие темы, например, лайфстайл, юмор или другой контент, который охватывает более широкий пласт людей. Просто в процентном соотношении его должно быть гораздо меньше. Где-то 80% по основной вашей узкой теме и 20% по широкой. И при этом эти дополнительные темы не должны слишком сильно спорить с основной, скорее наоборот, дополнять ее, раскрывать вашу основную тему. Давайте снова к примеру, все про ту же фотографию. Допустим, фотограф сделал основной темой блога работу с брендами. Мы сразу думаем, кто его целевая аудитория? Фотографы, которые хотят с ними работать. Исходя из этого, мы думаем, какого уровня эти фотографы, какие их сейчас волнуют проблемы, что им могло быть еще интересно. Когда мы начинаем думать такими категориями, нам сразу становится понятно, какие темы могут сработать. Например, широкой темой может стать обзор фэшн-съемок именитых брендов, или история фотографий, или какой-нибудь ролик в стиле «Как бы выглядела съемка бренда из сегмента масс-маркета, если бы он был люксовым». То есть вы зацепляетесь за какую-то большую тему, которая интересна многим, но раскрываете ее через вашу нишевую тему. С этим более-менее разобрались. Давайте теперь немного более подробно поговорим о том, как выбрать нишу и как вообще выявить эту узкую тему, на которой вы будете строить блог. Во-первых, вы должны определиться, что вам интересно и в целом, какая у вас глобальная цель, для чего вам нужно эти соцсети вести. Задавайте себе наводящие вопросы. Хочу ли я зарабатывать на соцсетях? Если да, то каким образом? На чем? Есть ли у меня какая-то экспертиза, которую я могу продавать? Или товар? Или, может быть, вы просто хотите работать как креатор и делать развлекательный контент и привлекать рекламодателей? Про что вы можете говорить часами? Прям сядьте и позадавайте себе эти вопросы. Выпишите свои мысли на листочек, и уже после этого, исходя из вашей цели, вам будет гораздо проще понимать, какую тему сделать основной. Например, если вы хотите продавать украшения ручной работы, значит, вам нужно делать контент, который будет направлен на то, чтобы эти украшения покупали. Вам нужно понять, кто ваша целевая аудитория, какие у этой аудитории интересы, проблемы, что ей нравится и как вы можете решить эти проблемы с помощью вашего продукта. Тут мы подходим к еще одной важной теме, а именно к анализу целевой аудитории. Вообще все, что я сейчас говорю, это правда трудоемкий процесс, который отнимает кучу времени. Однако без четкого понимания того, что вы делаете и для кого, ваше развитие может быстро застопориться. Либо вы будете долго эту аудиторию набирать, либо наберете, но случайно, и не будете понимать, что с ней дальше
дальше делать. Или и вовсе не сможете повторить успешный результат, и потом будете из-за этого переживать. А оно вам надо. Поэтому я всегда топлю за продуманность, чтобы в вашей голове всегда было понимание, что вы делаете, зачем и для кого. Это снимает с вас кучу головной боли, вот честно. Итак, давайте определимся, как же нам понять, какая у нас аудитория и что она такого хочет. Первое, что нам нужно сделать, это составить гипотезу, то есть подумать, кому потенциально были бы интересны наши услуги, ну или в целом тема, на которую мы хотим говорить. Нам нужно составить портрет целевой аудитории. Выглядят они обычно вот так. Туда обычно входят определенные демографические признаки: пол, возраст, место проживания, статус отношений, потребности, цели, которые важны для аудитории. Вам нужно составить эти портреты целевой аудитории, потому что они станут основой для дальнейшей работы. Далее, эту целевую аудиторию нам нужно проверить, то есть, по сути, подтвердить гипотезу. Либо это делается уже по факту, когда вы начинаете делать контент. Например, вы можете провести опрос среди подписчиков, либо изучить комментарии. Можно провести глубинные интервью. Это более ресурсозатратный способ, но довольно интересный. Или же мой любимый — провести исследование в интернете, а именно почитать форумы, обсуждения, посты в соцсетях на интересующую вас тему. Покажу, как это может выглядеть. Вот такое исследование я делала для своей клиентки-фотографа. Она живет и работает в Австралии, и для нашей с ней работы я проводила исследование, что волнует других фотографов в англоговорящей среде. Прям брала и выписывала фразы, которые они говорили, проблемы, которые озвучивали, страхи, все, что мне казалось важным. Например, я даже сделала мини-табличку, изучила огромное обсуждение на Reddit, что, по мнению людей, является признаком профессионального фотографа и новичка. Эта табличка у нас сохранилась, ее можно очень круто использовать в контенте для прогрева, например, платным продуктом. Давайте углубимся чуть поподробнее в эту табличку, посмотрим, что там есть. По сути, это большая табличка, в которой я разбила все какие-то актуальные обсуждения и все актуальные фразы, которые сами люди говорили в интернете про сферу фотографии, на отдельные таблички. Первая табличка — это боли. Здесь, соответственно, прописаны все боли, которые люди испытывают в сфере фотографии. То есть сами фотографы озвучивают вот эти вот проблемы, которые их волнуют и которые они хотели бы решить. Иногда, чтобы вычислить эти боли, нужно не просто, знаете, копировать то, что люди пишут сами о себе и о своих каких-то вот переживаниях, а иногда нужно читать между строк. Вот можем, да, посмотреть, что здесь есть. Нет знания и опыта в том, чтобы сделать фотографию бизнеса, недостаточно профессионализма и полезных связей в индустрии. Что еще? Боятся, что после прохождения обучения не получится делать работу качественно. В целом очень много всего. Так как я проводила исследование на англоговорящую аудиторию, здесь все их фразы написаны на английском языке, чтобы можно было эти же фразы прям конкретно использовать в контенте. Вторая табличка — это выгоды, то есть что люди хотели бы получить, какие выгоды они приобретают, если купят наш продукт, если будут пользоваться услугами конкретного фотографа моей клиентки. Job to be done, то есть работа, которая выполняет продукт для пользователя. То есть что конкретно человек получит, когда купит продукт. Дальше большой пласт информации — это какие-то внутренние переживания, с одной стороны, и какие-то внешние факторы, которые на человека влияют. Конкретно, что думает и чувствует пользователь, что видит пользователь, что слышит, что делает. Тут тоже можно подробно все это посмотреть. Например, что думает, что фотография — это средство и способ борьбы с какими-то проблемами и личными переживаниями человека, что выгорает от своей работы, что чувствует, что его труд не ценят, что видит пользователь. Какие-то образовательные программы, бесконечные ресурсы от профессиональных фотографов. Также вот интересный факт, что женщины-фотографы недостаточно представлены в рекламной сфере, и это тоже можно как-то использовать либо в позиционировании, либо в продвижении, либо в контенте. Что слышит пользователь, да? Совет новичкам пройти самый уважаемый курс, рекомендацию присоединиться к воркшопам. Также слышит мнение, что свадебная фотография одна из самых денежных и востребованных. Тоже можно сделать выводы, какие конкретно ниши считаются востребованными, какие нет, и уже сделать из этого выводы. Хотим мы в эту нишу идти или нет, или как-то нам нужно продвигать какую-то свою нишу, в которой мы хотим развиваться. Далее, что делает пользователь? Как выглядит, как держится в обществе, какие поступки совершает. То есть здесь конкретно про занятость человека. Учится ли он в школе или университете? Какие он ищет курсы, какие ищет рекомендации по обучению, какие смотрит ролики на YouTube, чтобы обучаться. То есть все это я выписывала, и вся эта информация есть в табличке. То есть, по сути, вся эта табличка — это огромная такая база данных непосредственно о вашей целевой аудитории, которую можно использовать в контенте и которую можно непосредственно применять для выстраивания отношений с аудиторией. Как это работает? То есть, когда вы делаете какой-то контент, вы сразу можете видеть, какую действительно проблему вы этим контентом можете решить. То есть, если вы понимаете, что человек условно хочет зарабатывать на фотографии, но у него есть какие-то проблемы или ограничения
ограничения, которые не дают ему это сделать, то вы можете непосредственно взять эту проблему за основу и ее раскрыть в контенте. И она точно будет актуальна для вашей аудитории, потому что эти люди сами озвучили эту проблему. Все написано. Если вам не хочется заниматься этим самостоятельно, вы можете обратиться ко мне, и я сделаю для вас такой же анализ, а также подберу для вас направления контента, которые точно будут интересны вашей целевой аудитории. Или прийти ко мне на консультацию, где я разберу ваш конкретный случай, а также покажу вам более детально, как проделать эту работу самостоятельно. Вся информация будет по ссылке в описании. Итак, давайте еще раз проговорим план действий. Какую предварительную работу вам нужно сделать, чтобы ваш контент был интересным и набирал хорошие охваты? Во-первых, определить нишу, тему блога. Во-вторых, определить узкую тему, на которой вы хотите делать контент. В-третьих, прописать гипотезу, сегменты целевой аудитории. В-четвертых, провести исследование аудитории. В-пятых, написать на основе этого исследования темы для контента. И в-шестых, использовать вовлекающие схемы для сторителлингов, чтобы грамотно эти темы преподнести. Вы великолепны. Я надеюсь, что этот ролик помог вам разобраться в том, как сделать вовлекающий контент, и что вы сделали для себя какие-то полезные выводы. Если вдруг какие-то вещи были непонятны, вы можете писать вопросы в комментариях, и я с радостью на них отвечу. Ну и подписывайтесь на канал. В дальнейшем будут выходить интересные ролики про продвижение, про социальные сети, также про мотивацию и про то, как не забрасывать все это дело и оставаться на плаву, делать контент, развиваться и не сходить с намеченного пути. Ну а я вас люблю, целую, обнимаю и всем пока!